Это где-то я слышал, эту музыку где-то я слышал. Это лучше. Летом 1927 года в 11:30 с северо-запада со стороны деревни Чмаровки в Старгород вошел молодой человек. Дай 10 копеек. Дай 10 копеек, а? Дай 10 копеек. Дай 10 копеек, я тебе говорю. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? Нет. Молодой человек солгал. У него не было ни денег, ни ключа, ни квартиры. У него не было ничего. Звали его Остап Бендер. В чем дело? В чем дело? Вы кто такой? У меня что-нибудь не в порядке, а? Вы сами прекрасно знаете. Так, может быть, зайдем в магазин? Там не объяснимся. Мы объяснимся в другом месте. Разрешите прикурить? А что, отец, в вашем городе женихи требуются? Невеста у вас есть? Кому и кобыла невеста? Больше вопросов не имею. А в этом доме невеста есть? У нас тут государственная богадельня. Старухи живут на полном пансионе. Понятно. Это которые еще до исторического материализма родились. Когда родились, тогда и родились. А что, папаша, неплохо бы нам венца выпить? Ну, гости. Пожалуйста. Пошли. Ага. Так я у тебя переночую. А по мне хоть всю жизнь живи, раз хороший человек. А что здесь при старом режиме было? Барин мой жил, Ипполит Матвеевич Воробьянинов. Буржуй? Сам ты буржуй.
Предводитель дворянства. О, пролетарий, значит. Сам ты пролетарий. Сказано тебе, предводитель. Полицмейстер ему честь отдавал. Приходишь к нему, положим, буду говорить, на Новый год с поздравлением. 3 дает. На Пасху, положим, буду говорить, еще 3. Медаль обещался мне представить. Так и говорил. Ты, Тихон, считай себя уже с медалью. Не успел. А что нынче за дворницкую службу медаль дают? Дают. Иду! Иду. Барин! Из Парижа! Здравствуй, Тихон. Вовсе я не из Парижа. Что это тебе в голову взбрело? О, у нас хотя и не Париж, но милости просим к нашему шалашу. Да вовсе не из Парижа я. И отлично. Конечно, вы не из Парижа. Вы приехали из Калагрива навестить свою покойную бабушку. Моя фамилия Бендер. Может, слыхали? Нет, не слыхал. Ну да. Откуда же в Париже, может быть, известно имя Остапа Сулеймана Берта Марии Бендербея? Берта Марии Бендербея. Чепуха какая-то. Я приехал не из Парижа. Чудно. Из Маршанска. Тепло теперь в Париже. Ну, знаете, я пойду лучше. А вам некуда торопиться. ГПУ за вами само придет. Я вас не понимаю. А вы сейчас поймете. Садитесь. Ну, быстро! Вы через какую границу переходили? Польскую, финляндскую, румынскую? Да, честное слово, я советский подданный. Я могу паспорт показать, пожалуйста. При современном развитии печатного дела на Западе изготовить советский паспорт – это такой пустяк, что об этом даже смешно говорить. Значит так. А. Имеется иммигрант, вернувшийся из Парижа в родной город. Б. Иммигрант боится, что его заберут в ГПУ. Я вам 1000 раз говорил, я не иммигрант. А кто же вы такой? Зачем вы сюда приехали? Я приехал по делу. По какому делу? По личному делу. По личному делу. Да. И после этого вы говорите, что вы не иммигрант. Ну что, сами сознаемся? Или будем дальше отпираться? Ну! Хорошо! В конце концов, без помощника трудно, подумал Ипполит Матвеевич. А жулик, он, кажется, большой. Такой может быть полезен. Хорошо. Я вам все расскажу. В уездном городе Н, где бывший предводитель дворянства служил в ЗАГСе, было так много парикмахерских и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь за тем, чтобы побриться, остричься, освежить голову и сразу же умереть. Да скорее умирает! О, Господи! Исповедал. Чистая душа. Мужайтесь, Ипполит Матвеевич. Эполет! Идите. Эполет, я должна открыть вам важную тайну. Помните наш гостиный гарнитур в Старгороде? Помню, отлично помню. Диван, дюжина стульев. В сиденье стула я зашила свои бриллианты. Какие бриллианты? Позвольте, разве их не отобрали тогда, во время обыска? Я спрятала бриллианты в стул. Ваши бриллианты? Да почему же вы не отдали их мне? Как же я могла отдать вам бриллианты, когда вы промотали имение моей дочери? Засадить в стул бриллиантов на 70 000 в стул, на котором еще неизвестно, кто сидит. Да это же...
вечерний звон. Федя, вечерний звон, как много дум наводит он. Господи, ты что ж с собой сделал-то, а? Слушай внимательно, только никому ни слова. Я сейчас исповедовал тещу Воробьянинова. Она открылась мне, что в Старгороде, в их доме, в одном из гостиных стульев запрятаны ее бриллианты. Эти бриллианты она завещала мне. Тебе? Мне! Скоро заживем по-новому и свечной заводик свой заведем. И еще кое-что. Вечерний звон, вечерний звон, как много... Бриллианты. Найду. Обязательно найду. Камни, я вижу, подобраны со вкусом. Я думаю, теперь вся эта музыка стоит 1150. Неужели так много? Не меньше. Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все это. Как плюнуть? Слюной. Тьфу! Ничего не выйдет. Как же так? Давно сгорел ваш гарнитур. В печках. Спокойно. Спокойно. Спокойно! Спокойно. За дело берусь я. Кстати, нам нужно с вами заключить небольшой договорчик. В случае реализации клада я, как технический руководитель, получаю 60%. Это грабеж среди белого дня. А вы сколько думали мне предложить? Ну, хотя бы 5%. Ну, 10, наконец. Вы хотите, чтобы я работал даром? Да еще дал ключ от квартиры, где деньги лежат. Ну, в таком случае, простите, у меня есть все основания полагать, что я и один справлюсь с моим делом. В таком случае, простите, у меня есть не меньше оснований полагать, что и я один справлюсь с вашим делом. Мошенник! Слушайте, вы, господин из Парижа, а знаете ли вы, что ваши бриллианты почти что у меня в кармане? И вы меня интересуете лишь постольку, поскольку я хочу обеспечить вашу старость. 20%. Да, и мои харчи. 25. И ключ от квартиры. 30%. Ну, хорошо. Из уважения только к вашему дворянскому происхождению я готов работать за жалкие какие-то 40%. Это же 60 тысяч. Слушайте, вы довольно пошлый человек. Вы любите деньги больше, чем надо. А вы их не любите? Нет. А зачем же вам тогда 60 тысяч? Из принципа. Ну что, лед тронулся? Жулик. Что? Тронулся. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Командовать парадом буду я. Доброе утро, предводитель. Есть приятные новости. Первый стул найден. Боже мой! Стул находится здесь, в ваших бывших апартаментах. Ну, кончайте ваш утренний туалет и приступим к делу. Я готов. Вы что, с ума сошли? В чем дело? Полюбуйтесь. Боже мой. Боже мой. Что же это такое? Что же это такое? Боже мой. Меня уверяли, что это краситель дает радикально черный цвет. Контрабандный товар. Всю контрабанду делают в Одессе, на Дерибасовской улице. Боже мой. Ой, что делать? Что же делать? Будем перекрашивать. Краситель Наяда окрашивает волосы в изумительный каштановый цвет. Что вы говорите? Да.
Впечатляюще, да, впечатляюще. Простенько и со вкусом. Но жить с такими волосами в Советской России не рекомендуется. Почему? Придется сбрить. Это невозможно! Тогда вы всю жизнь сидите здесь, в Дворницкой, а я пойду за стульями. Брейте! С вас, между прочим, за стрижку и бритье 2 рубля. Почему так дорого? Везде берут 40 копеек. За конспирацию, товарищ фельдмаршал. Ну-с, готово. Нервных просят не смотреть. Ап! Заведующий вторым домом Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Он крал постоянно и постоянно стыдился. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. Диско, ты тише! Кукушкина, слабее! Скажите, кто здесь заведующий? В чем дело, товарищ? Это что, песни народности? Очень интересно. Я инспектор пожарной охраны. Очень приятно, товарищ. Ну что ж, давайте смотреть помещение. Прошу вас. В этой комнате примусов не зажигают? Кукушкина! Господи. Нет, 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 нет. Печей и тому подобное? Нет, нет. Пройдемте дальше. Пожалуйста. Это наша спальня. Ясно. Дымоходы прочищаются регулярно? Да, да. Печи в порядке? В полном порядке. Пошли дальше. А это что, новая партия старушек? Это сироты. Тяжелое наследие царского режима. Товарищ инспектор, прошу вас отобедать у нас, чем Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, черные зернистые корки, форшмак из селедки, украинский борщ, курицу с рисом, фрукты и так далее и тому подобное. Пью за ваше коммунальное хозяйство. Благодарю вас. Приятного аппетита. Спасибо. Между прочим, почему в вашем кефирном заведении такой скудный инвентарь?
Даже посидеть со вкусом абсолютно не на чем. Почему не на чем? Ну что вы. В красном уголке есть английский стул. Говорят, от старой обстановки остался. Уникальная вещь. Сегодня утром стул стоял здесь. Куда он мог деться? Точно, вот здесь стоял. Грустно, девица. В вашем хозяйстве стулья пропадают самым таинственным образом. Это просто смешно. Я пойду посмотрю в спальнях. Один мой знакомый тоже продавал государственную мебель. А мне эти ваши беспочвенные обвинения даже очень странны. Но ты жертва аборта. Кому ты продал стул? Здесь Паша, обладающий сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить. Может быть, даже ногами. Не знаю, я его первый раз в жизни видел. Первый раз? Ей-богу. Да? Угу. Эх, набил бы я тебе рыло. Да только Заратустра не позволяет. Угу. Ну, пошел к чертовой матери. Одну минуточку. Да вы что? Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей. Да это статья 114 Уголовного кодекса. Позор! Но отойди до британских морей. Красная армия всех сильней, такой же красная, сжимает властно, сочник мозолистой рукой. И все должны быть неудержимо, идти последний смертный бой. И все должны быть... Грабят. Позвольте. Да позвольте же. Караул! Батюшка. Ипполит Матвеевич. Так это вы, святой отец, охотитесь за моим имуществом. Очень красиво. Это не ваше имущество. А чье же? Национализированное. Кем? Властью трудящихся. А, властью рабочих и крестьян. Да. А, может, вы, святой отец, партийный? Может быть. Ах, может быть. Ну, что, нашли? Вы аферист? Я вам морду набью, отец Федор. Выкуси! В этот вечер, зеленый, холодный, решалась судьба всего предприятия. Если удастся достать ордера, по которым распределяли воробьяниновскую мебель, дело можно считать удавшимся. Так вот, я хотел бы найти что-нибудь из мебели папаши,
чтобы сохранить о нем память. Не знаете ли вы, кому была передана мебель из папашиного дома? Угу. Это очень сложное дело. Очень сложное. Это только состоятельному человеку под силу. Ближе к телу, как говорит Гидя Мопассан. Сведения будут оплачены. 70 рублей. Согласен, папаша. Деньги против ордеров. Когда к вам зайти? А деньги? Деньги при вас? О, тогда, пожалуйста, хоть сейчас. Прошу вас, прошу. Ого! Полный архив на дому. Совершенно полный. Я, знаете, на всякий случай. Живем мы, знаете, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся люди искать свои мебеля. А где они, мебеля? О, вот они. А кто сохранил? Кто уберег? Коробейников. Вот, господа, спасибо скажут старичку. А мне много не нужно. По десяточке за ордерочек, и все. Вот. Вот ордера. Вся мебель вашего батюшки тут, вся. Вы прямо герой труда. Вам памятник нерукотворный поставить надо. Что вы? Можно расписочку писать, а? Можно. Кройте. Может, еще хотите гарнитур генеральши Поповой, а? Очень хороший. И тоже гамцевской работы, а? Нет. Благодарю вас. Ну, пока. Не смею больше обременять вас своим присутствием. А деньги? Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги? А как же, за мебель, за ордера? Ой, голуба. Клянусь честью покойного батюшки, забыл снять с текущего счета. Ну, тише ты! Борец за идею. Говорят тебе завтра. Значит, завтра. Ну, пока. Пишите письма. Стой! Еще никогда Варфоломей Коробейников не был так подло обманут. Он сам мог обмануть кого угодно, но теперь прогорал на лучшем своем коммерческом предприятии, от которого ждал больших барышей и обеспеченной старости. Великодушно извините. Великодушно извините. Как пройти гражданину Коробейникову? Я Коробейников. У меня к вам нижайшая просьба. Я брат Ипполита Матвеевича Воробьянинова, родной. Лед тронулся! Ну что ж, ордерочек на гарнитур вашего братца у меня имеется. Благодарствую. 100 рублей. И деньги попрошу вперед. Ничего, если золотыми? Ничего. Минуточку. Вечерний звон. Вечерний... Сучу-ка я ему ордер на гарнитур генеральши Поповой. Прошу. Все в одном месте. Все, все. Гражданин Брунц. Виноградная улица, дом 34. Все там стоят стульчики, один к одному. Гарнитур замечательный, гамцевский. Пальчики облизни. Премного благодарен. Не стоит. Осторожней. Дурак. Да, кстати, забыл сказать. За эти ордера гражданину Коробейникову я уплатил 70 рублей. Сколько? 70. Вот расписка. Концессионеры в расходах, надеюсь, должны участвовать на равных основаниях. Разумеется. Перебросить сюда 35 рубликов. Первый ордер на 10 стульев, выданный Музеем мебельного мастерства в Москве. Другой ордер на 1 стул, выданный гражданке Грицацуевой, вдове инвалида империалистической войны. Старгород, улица Плеханова, 15. Займемся вдовушкой. Да-да. Мне почему-то кажется, что ценности находятся именно в этом стуле. Ха-ха-ха-ха-ха. Я ожидаю вас в вестибюле. Если бы милые девицы так и могли летать, как птицы, никогда бы я не сгибался, вечно б ими, любовался, был счастливее всех сучков. Был счастливее как всех много сучков. наводит он вечерний звон.
Здравствуйте, батюшка. Ой, доброе утро, Ипполит Матвеевич. Не зашиб ли я вас во время нашей последней встречи? Ну что вы, очень приятно было встретиться. Обедня, небось уж теперь не служите. Ну где там служить? Прихожане по городам разбежались, сокровища ищут. Свои? Заметьте, свои сокровища. Мне неизвестно чьи, а только ищут. Конкурирующая фирма. Покупаем старые вещи, божья корова. Что вам угодно? Мне угодно продать вам от мертвого осла уши. Что, старые вещи покупаем, новые крадем? И враг бежит, бежит, бежит. Сам дурак. Что? Почем опиум для народа? Здравствуйте. Здравствуйте. Санитарная инспекция. Доктор Михельсон. Очень приятно. Конрад Карлович. Очень приятно. Ну что ж, давайте смотреть помещение. Прошу вас, пожалуйста, пожалуйста, прошу вас. Да говорю же вам, что это он. Без усов, но он. Воробьянинов вылитый. А с ним красавец-мужчина. Явно бывший офицер. Господи, зачем он приехал? Как вы думаете? Во всяком случае, не договора с большевиками подписывать. По-вашему, он подвергается опасности? А кто? Кто сейчас не подвергается опасности? Усы, дорогая Елена Станиславовна, даром не сбривают. Не сбривают, не сбривают. О! Он послан из-за границы. Безусловно. Да, но с какой целью он здесь? Не будьте ребенком. Ах, отцвели. Ах, уж давно хризантемы в саду, а любовь все же... Виктор Михайлович, я должна его видеть. Да вы понимаете, чем вы рискуете? Ах, все равно. Через 10 лет разлуки я не могу не увидеться с ним. Вы понимаете? Я вас прошу, я вас умоляю. Приведите, ну приведите. Приведите его, приведите его, приведите его. Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную креолку он увидел на песке, и одною пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске. И когда под утро, плача креолки, понял он, что в сердце страсть не может потушить, выстрелил в себя он, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.
чести, когда вы пели, я чувствовал под собой что-то твердое, а не там. Стул нужно сегодня же ночью выкрасть. Ей-богу, выкрасть. Для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. Это типичное пижонство. Грабить бедную вдову. Так ведь хочется, чтобы поскорее. Скоро только кошки родятся. Чтобы спокойно покопаться в стуле, я женюсь на ней. Женитесь? Ну что, знойная женщина, мечта поэта. Но вы связываете себя на всю жизнь. Чего не сделаешь на благо концессии. Добрый вечер, господин Ипполит Матвеевич. Не имею чести. Но-но, что вы хотите сказать моему другу? Вам не надо беспокоиться. Я от Елены Станиславовны. Как? Она здесь? Здесь и очень хочет вас видеть. Пардон. Что, знакомая женщина? Старая знакомая. Тогда, может быть, зайдем поужинаем у старой знакомой? Я, например, безумно хочу жрать после этого вдовушкиного чая. Пожалуй. Тогда идем. Ведите нас, таинственный незнакомец. Вам не надо беспокоиться. Все будет совершенно тайно. Тайна? Совершенно. Я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Я не спрашиваю, зачем вы приехали из Парижа. Но я приехал вовсе не из Парижа. Я приехал... Мы с коллегой прибыли из Берлина, но об этом не рекомендуется говорить вслух. Кстати, в Берлине есть очень странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это, ранний ужин или поздний обед. А теперь действовать, действовать и действовать. Старуха не подкачает, надежная женщина. Да, ваше политическое кредо. Всегда. Россия вас не забудет. О, мадам. Строгий секрет, государственная тайна. Вы знаете, кто этот мощный старик? Не говорите, вы этого не можете знать. Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенная к императору. Наших в городе много. Каково настроение? При наличии отсутствия, я бы сказал... Хорошо. С вашей помощью мы свяжемся с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить? Бывший гласный городской думы Чарушников. Вы в каком полку служили? Я, так сказать, вообще не служил. Вы дворянин? Да, был. Вы, надеюсь, остались и мы сейчас. Крепитесь. За границей нам поможет. Полная тайна организации. Внимание! Крепитесь. Запад нам поможет. Слушайте, ребят, вы дворяне? Очень хорошо. Очень хорошо. Запад нам поможет. Крепитесь. Полная тайна вкладов, то есть организаций. Союз. Союз меча, этого, как его, орала. Внимание. Ой. Председатель Одесской публичной артели «Московские баранки» господин Кисляцкий. Очень приятно. Благодарю вас. Прошу вас, господа. Вы в каком полку служили? Извините меня, я не служил. Вы дворянин? Да. Да? Нет. Да или нет? Я не знаю, как вам будет угодно. Вы, как представитель частного капитала, не можете оставаться глухим к стонам народа. Не могу. Крепитесь. Хорошо. Вы знаете, кто это сидит? Я, конечно, боюсь ошибиться, но, по-моему, это Киса Воробьянинов. Киса? Да. Какой он вам Киса? Это гигант мысли. Киса? Отец русской демократии. Особо приближенная к императору. Тайный союз меча и орала. Боже мой. Впрочем, вы можете уйти. Я, пожалуй, пойду. Но предупреждаю, у нас длинные руки. Тогда я, пожалуй, останусь. Крепитесь, крепитесь. Хорошо. Граждане, я не стану говорить о цели нашего собрания. Она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны. Некоторые из вас служат и едят белый хлеб с маслом. Другие едят бутерброды с черной икрой, а некоторые даже и с красной. Третьи получают пайки,
И только беспризорные дети находятся без призора. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы им поможем. Нужна немедленная помощь. Дети – цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям и никому другому. Вы меня понимаете? Попрошу делать взносы в порядке старшинства, господа. Начнем с уважаемого Максима Петровича. В лучшие времена дам больше. Лучшие времена скоро наступят. Впрочем, к беспризорным детям, которых я в настоящий момент представляю, это не относится. Ну-с, продолжим. Итого 500 рублей. Господа, дети вас не забудут. О дне следующего заседания будет объявлено особо. Расходитесь по одному. Строжайший секрет. Есть. Дело помощи детям должно находиться в тайне. Это, кстати говоря, в ваших личных интересах. Живыми мы им не сдадимся. Ой. Товарищ Бендер, что с вами? Ничего, моя курочка, твой петушок здоров. Петушок. Вы с ума сошли! Вы все испортите! Отдайте стул! Товарищ Бендер, ну что же вы не идете? Иду, моя курочка. Ступай к гостям. Моя курочка, твой петушок сейчас придет. Ну? Здесь ничего нет. Нету. Вы не умеете себя вести в приличном обществе. Вы разбили мою семейную жизнь. Товарищ Бендер! Товарищ Бендер, ну где же вы? В окно. Иду! Иду! Да
Живой суслик летит к своей курочке на крыльях любви. Позвольте, а где же отец Федор? Где же этот кладоискатель и заклятый враг Ипполита Матвеевича? Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатства. Завертело его нелегкое и понесло его по России за гарнитуром генеральши Поповой, в котором, признаться, ни черта нет. Едет отец по России, только письма жене пишет. Милая моя Катя, не так кратко мое путешествие, как мы думали. Инженер Брунс, у которого гарнитур, оказывается, переехал из Старгорода в Харьков, а потом в Ростов, куда и я теперь еду. Так что вооружись терпением и, помолясь Богу, продай мою старую рясу. А что продать из мебели, ты уж, матушка, решай сама. Сама. Да, чуть не забыл. Постигло меня большое огорчение, выезжая из Харькова и любуясь из окна чудной малороссийской природой с моей головы ветром сдуло картуз. Картуз сдуло. Концессионеры прибыли в столицу ровно в 11 часов по московскому времени. Куда это мы приехали? К хорошим людям. В Москве их масса, и все мои знакомые. Прошу вас, предводитель. Это было знаменитое студенческое общежитие имени монаха Бертольда Шварца. Когда-то здесь жили студенты-химики, а теперь общежитие напоминало нечто среднее между жилтовариществом и феодальным поселком. Коля, ты дома? Опять к этому дураку гости с позаранку пришли. Наверное, из милиции. Товарищи, нельзя ли потише? Я хочу спать. Да, я дома. Входите. О, привет! Входите, входите. А я вот женился, это Лиза. Очень приятно. Коля, можно тебя на минутку? Прекрасное утро, сударыня. Да чего уж тут прекрасного? Не удивляйтесь, это из крайней комнаты. У нас тут слышимость такая. Я тебе дам ключ от комнаты Иванопола. Он уехал на полгода в командировку. Так что располагайтесь. Прекрасный вариант. Ключ от квартиры, где будут лежать деньги. До свидания. До свидания. Приходите к нам в гости. Мало им гостей. А сами в вегетарианскую столовку ходят. Ну дайте же человеку поспать. Куда же студент-медик матрас девал, интересно знать? Лучше бы скелет продал, чем матрас. Ну где же вы, предводитель? Входите. Парол, а где же мы будем спать? Отлично устроимся. Не обращайте внимания. Это собственность Иванопола. Ну-с, теперь короткий отдых и в музей мебели. Да, кстати, получите вашу долю. Особо приближенная к императору. Здесь 200 рублей. Можете не пересчитывать. Вы не в церкви, вас не обманут. Сувенир. Прихватил на память о мадам Грицацуевой. А что? Знойная женщина, мечта поэта. Я...
пойду я больше в вегетарианскую столовую. Не могу я больше есть фальшивого зайца из морковки и гороховой сосиски. Значит, ты предпочитаешь мясо бедных животных вегетарианской пищи? Пищи. Пищи, да? Да. В первый раз за 3 месяца супружеской жизни Коля понял, что любимая женщина не любит вегетарианской пищи, которую, между нами говоря, он и сам недолюбливал. Но мясо, их семейный бюджет просто не выдержал бы. Девочка моя, все болезни происходят от мяса. Ну и пусть. Организм, ослабленный потреблением мяса, не в силах бороться с инфекцией. Ну и пусть. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Лев Толстой, Анна Каренина, часть 1. Лев Толстой и тот не ел мясо. А когда писал «Войну и мир», ел мясо. Ел. Когда Анну Каренину писал, лопал. Рубал, будь здоров. Не вмешивайтесь в нашу семейную жизнь. Что ты ко мне прицепилась, в конце концов, со своим Толстым? Я к вам прицепилась Толстым. Куда ты собираешься? Я тебя спрашиваю, куда ты идешь? Оставьте меня в покое. Прощай, несчастный. Лиза! Топиться побежала. Да Лиза! нет, за колбасой пошла. Лизавета! Лизавета, вернись! Господи, ну дайте же наконец-то спать! Так, что вы видите перед собой? Кровать. Совершенно верно, кровать. Точнее, мебель. О чем нам говорит эта мебель? Эта мебель говорит нам о том, какие огромные нетрудовые доходы имела растленная аристократия. Девушка, я вам говорю, руками мебели в музее не трогают. Простите. Пора знать. Так, только больная фантазия загнивающих классов могла породить спальную мебель таких невероятных размеров. Ну, излишне говорить о том, что простым людям нечего делать, таких, с позволения сказать, кроватях. Смешного ничего нет. А можно подойти? Можно подойти, но руками не трогать. Так. Ну что же такое? Спокойно, Михельсон. Ну что же это такое? Уже последняя комната, а их нигде нет. Вам, предводитель, пора лечиться электричеством. Стул не иголка. Найдем. Эти? Нет. Так, ждите меня здесь. Товарищ Бендер. Как вы сюда попали? Совершенно случайно. Я поссорилась с мужем. Вот как? Я сейчас вернусь. Да. Елизавета? Петровна. Очень приятно. Ипполит Матвеевич. Очень приятно. Сильвупле. Что? Присаживайтесь. Спасибо большое. Да. Такие дела. Да. Угу. В Париже теперь уже весна. А вы были в Париже? Неоднократно. Вы научный работник. Да. Давно уже. Некоторым образом. Простите за нескромность. Сколько же вам лет? К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения. А все-таки 30. 40. 50. Почти. 38. Что вы говорите? Да. А вы значительно моложе выглядите. Вы мне льстите, проказница. Скажите, товарищ, чем объяснить, что направленная вам по ордеру мебель из Старгорода не имеется в наличности? Как не имеется? Что вы сказали? Когда же вы доставите мне счастье увидеть с вами снова? Куда это товарищ Бендер запропастился? Ну при чем здесь Бендер? Сегодня можно? Сегодня? Умоляю вас. Ну хорошо. Заходите к нам. Ой, нет, встретимся на свежем воздухе. Сейчас такие дивные погоды стоят. Это май, весельчак. Это май, чародей. Веет свежим на нас опахалом. Это Маяковского стихи. Да, кажется. Как сегодня. Какой вы странный. Благодарю вас. Простите, мадемуазель. Нам нужно срочно отправляться в одно место. Простите. Простите. До вечера
Елизавета Петровна. До вечера. Что? Что случилось? Извозчик! 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 Стой! На аукцион! Быстро! Боже, боже, боже! Они самые. Молчание. Скажите, могу я купить эти стулья? Пожалуйста. Но только завтра. Сегодня торг окончен. Благодарю вас. Считайте, что стулья у нас в кармане. Молитесь, молитесь на меня. Вино, женщины, карты вам обеспечены. В кармане у Воробьянинова лежало 200 рублей. Бывший светский лев решил ослепить Лизу широтой размаха. Прошу вас. Будьте добры. Одну минуточку. Будьте добры. Сей момент. Будьте... Можно вас попросить? Да-да. Этот стол не обслуживается. Пересядьте. Пардон. Этот столик для иностранцев. Однако, телячьи котлеты 2,25, филе 2,25, водка... Однако... Ресторанная наценка. Ой, прошу вас, не нет, угодно. Нет, я совсем не хочу есть. Или вот что. Скажите, товарищ, нет ли у вас чего-нибудь вегетарианского? Вегетарианского не держим. Тогда так. Дайте нам сосиски, вот эти вот, за рубль 20. Бутылку водки и все. Чем будете закусывать? Икры свежей, семги, растягайчиков, устриц. Нет, не надо. Почему у вас огурцы соленые? Пятак. Хорошо, дайте. 2. Я здесь никогда не была. Здесь очень мило. Да-да, да. Пожалуйста. Благодарю вас. Не угодно ли? Для дамы. Я пойду, а вы оставайтесь. Как дворянин не могу допустить. Прошу. Слушайте, слушайте, ну слушайте, слушайте, слушайте,
Слушайте, Поедем. слушайте. Поедем в номера. О. Официант! Шампанского! Хамы! Старин презент! Шампанского! Фигура, изображающая правосудие. Бронзовая. Василий, покажите публике правосудие. 5 рублей. Кто больше? 6. 6 рублей прямо. 6 с полтиной. А большой бы здесь начался переполох, если бы они узнали, что в этих стульчиках. 9 рублей. Раз. 9 рублей. 2. 9 рублей. 3. Правосудие продано. Барышня, получите деньги, 6-й ряд слева. 10 стульев из дворца. Почему из дворца? Сидите и не рыпайтесь. 80 рублей. 90. 100. 105. 110. Чего же? 115. Чего же вы не торгуетесь? Шел вон. 120. 125. 130. 145. 145 рублей в 5-м ряду слева. Раз. 145. 2. 145. 3. 200. 200. Раз. 200. 2. 200. 3. Продано. Мама! Ну как, председатель? Эффектно? Да. Это вы купили стулья? Мы. Когда их можно забрать? А когда хотите? Хоть сейчас. С вас 230 рублей. А почему же 230, а не 200? Включается 15% комиссионного сбора. Ну, что ж делать, берите. У меня есть 200. Гоните 30-ку, дрожайшая, да поживее. Видите, дамочка ждет. Ну? У меня нет денег. Как? А 200 рублей? Я их потерял. Давайте деньги, старая сволочь. Так вы будете платить? Одну минуточку, маленькая заминка. Позвольте! Мы ничего не знаем ни о каких комиссионных сборах. Надо предупреждать. Лично я отказываюсь платить эти 30 рублей. Хорошо. Я сейчас все устрою. По правилам аукционного торга лицо, отказывающееся уплатить полную сумму, должно покинуть зал. Попрошу вас. Да, эффект был велик. Таких ударов
великий комбинатор не испытывал давно. Возмутительные порядки. В милиции на них нужно жаловаться. Действительно, черт знает, что такое. Дерут с трудящихся втридорога. За ей-богу, за какие-то подержанные 10 стульев 230 рублей. С ума сойти. Да. Правда? С ума сойти можно. Можно. Вот тебе милиция. Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран. Вот тебе ночные прогулки по девочкам. Вот тебе седина в бороду. Вот тебе бес в ребро. А теперь пошел вон. Все пропало. Что пропало? Гарнитур по частям продают, вот что. Радуйтесь. Что слышно? Трогай, парниша. Тихо ты, Гаврила! Пошел! 3-й этаж. Ну? Шикарный Тьмар привезла стулья на Варсонофский. Дом 17, квартира тоже 17. Держи рубль. Дядь, добавить бы надо. От мертвого осла уши. Получишь у Пушкина. До свидания, дефективный. Дяденька, добавь! Итак, где находятся 9 стульев, известно точно. Шансы еще есть. Да, да, не стоит падать духом. Беспокоит меня 10-й стул. Ну что ж, 9 против 1. Комбинация неплохая. Заседание продолжается. Слушайте, вы, дамский любимец, стулья надо ковать, пока они горячи. Да. Действовать смело, побольше цинизма. Людям это нравится. Ну и без уголовщины. Кодекс мы должны чтить. Словарь Вильяма Шекспира составляет примерно 12 тысяч слов. Словарь дикаря из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко обходилась 30 словами. Хо-хо. Словами «хо-хо» Эллочка Щукина выражала все, что угодно. В данном случае она сказала: клянусь честью, из этой мужниной толстовки может получиться шикарное платье не хуже, чем у этой несчастной американки. Увидев меня в новом платье, мужчины задрожат и пойдут за мной на край света, заикаясь от любви. Но я буду холодна. Хо-хо.
Железно. Здравствуй, Еленочка. Привет, парниша. А это что такое? Откуда стулья? Ха-ха. Даю перевод. Не правда ли, какие миленькие? Скажи после этого, что у твоей жены нет вкуса. Да, стулья хорошие. Подарил кто-нибудь? Ого. Не будь наивным, кто станет делать такие подарки? Значит, ты их купила? Это черт знает, что такое! Ха-ха! Я попросила бы выбирать выражение. Безобразие! Я тебе 1000 раз говорил, ты живешь непосредством. Не учите меня жить. Давай поговорим серьезно. Я получаю 200 рублей. Жуть. Взяток не беру, денег не краду, подделывать их не умею. Ха-ха. Ну вот что, так жить нельзя. Нам надо разойтись. Колоссально. Ну откуда? Откуда у тебя этот идиотский жаргон? Не учите меня жить. Нет, это совершенно невыносимо. Давай разойдемся мирно. Комната останется у тебя. Я буду отдавать тебе 100 рублей в месяц. Даже 120. Живи, как тебе хочется. А я так не могу. Ха-ха. Иван Алексеевич уехал на дачу и оставил мне свою квартиру на лето. Колоссально. Но только мебели там маловато. Я возьму этот письменный стол и один из этих стульев. Я думаю, что имею на это право. Железно. По делу. Прекрасный мех. Хо-хо. Мексиканский тушкан. Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы. Ну да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Вы видите, как мех играет на солнце. Железный парниша. Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины. Хо-хо. Я к вам по одному деликатному делу. Ага. Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление. Колоссально. Вы купили стулья. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Дорогая моя, продайте мне эти стулья. Я вам дам 10 рублей. Ха-ха. Ну, 12. Хамите, парниша. Кстати, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии принято разливать чай через ситечко. Вы знаете, необычайно эффектно и очень элегантно. Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Хо-хо. Хо-хо. Ого-го! Давайте меняться. Вы мне стулья, а я вам ситечко. Хо-хо! Железно. Попрошу вас второй стульчик. Хо-хо. Что хо-хо? Где второй стул? Мы вольные птицы, пора, брат, пора. Туда, где белеет за морем гора. Туда, где синеют морские края. Туда, где...
Положение было ужасное. В Москве, в центре города, на площадке 9-го этажа стоял взрослый человек с высшим образованием, абсолютно голый. Идти ему было некуда. Он скорее согласился бы сесть в тюрьму, чем показаться в таком виде. Оставалось одно – пропадать. Бурлил дом народов. Поэт Никифор Ляпис-Трубецкой был здесь своим человеком. Он знал кратчайшие пути к тем оазисам, где брызжут светлые ключи гонорара под широколиственной сенью ведомственных журналов. Доброе утро. Никифор Ляпис-Трубецкой. Привет. Привет. Написал замечательные стихи. О чем? Вы же знаете, у нас журнал сугубо медицинский. Учел. Баллада о гангрене. О, это интересно. Давно пора в популярной форме излагать идеи профилактики. Угу. Итак, баллада о гангрене. Страдал Гаврила от гангрены. Гаврила от гангрены слег. Баллада об измене. Гаврила был неверным мужем. Гаврила женам изменял. Ну, как начало? В общем, хорошо. Но нехорошо. Мы молодежный журнал. А вы рассказываете о каких-то совершенно антипедагогических, неправдоподобных вещах. Ну, где вы видели, чтобы мужья изменяли женам? Я лично такого совершенно не помню, потому что это же наши мужья, это же наши жены. Это абсолютно нетипично. Правильно. Я тоже много об этом думал. У меня есть другой вариант. Гаврила был примерным мужем. Гаврила женам верен был. Вот. Вот это гораздо лучше. И заметьте, намного острее. Баллада о мигрени. Служил Гаврила бюрократом. Гаврила бюрократом был. Баллада о подмене. Хоть был пожарником Гаврила, Гавриле дали фильм снимать. Это вы здесь воду льете? Нашли место для купания? Вы с ума сошли? Слушайте, вместо того, чтобы плакать, может, пошли бы вы в баню? Вы смотрите, на кого вы похожи, прямо какой-то пикадор. Ключ. Что ключ? От квартиры. Где деньги лежат? О. Ой. Вы инженер Щукин? И вы не можете в квартиру попасть? Ну, это же так просто. О, вы меня просто спасли! Если бы не вы, я бы погиб! Видимо, дело к тому и шло. Да, а ведь я к вам по делу, товарищ Щукин. Чрезвычайно буду рад вам служить. Гран мерси. Ой. Дело пустяковое. Ваша супруга просила взять вот этот стул. Ради бога. Пожалуйста. Благодарю. Позвольте. Я из газеты. Что случилось? Пишите. Попал под лошадь. Алло,
Журнал «Душистый перец». Здравствуйте. Никифор Трубецкой. Товарищ Парижанский, не могу ли я сегодня получить гонорар? Срочно нужны деньги. Судебный исполнитель описал всю мою мебель. Да, могут забрать. Да не вернул издательство аванс. Что? Простите, могу я видеть товарища Н.А. Ляписа Трубецкого? Вы не имеете права выносить мебель! Это произвол! И описывать ее вы не имели никакого права. Стул для меня не роскошь. Это мое орудие производства. Я на нем сижу. Я на нем творю. Это беззаконие. А долг я в конце концов верну через неделю. Поставьте сейчас же стул! Простите, недоразумение. Служба такая. Бюрократы. Вон! Сколько раз я вам говорил, что красть грешно. Гигант мысли, отец русской демократии, особо приближенный к императору и такие мелкоуголовные наклонности. Учтите, попадете за решетку, я вам передачи носить не буду. Нет, вы мне в конце концов не мать, не сестра и не любовница. Непонятно зачем, почему, отчего я тебя повстречал. Ни с того, ни с сего я тебя повстречал и утратил покой. Непонятно зачем, неизвестно на кой. Гениально. Да-да. Ляпсус Трубецкой здесь живет? Ляпис Трубецкой. Это я. Это вы и есть. Что же это вы, товарищ? Прогонять казенного курьера, это, знаете ли, чревато. Какого курьера? Сами знаете, какого. Попрошу вас, гражданка, очистить стул. Нет, сидите, они не имеют права. Насчет прав молчали бы, гражданин. Освободите мебель. Сядьте, не дам вывозить мебель. Оказание сопротивления при исполнении служебных обязанностей, статья 215, пункт Б. Ваша фамилия, гражданка. Будете свидетельницей. Кем вы приходитесь обвиняемому? Это моя жена. Дача ложных показаний, статья 321, раздел 3, пункт Ж. Гражданка, или вы встанете, или он сядет. Давно бы так. Гражданин, не конфликтуйте. Закон надо соблюдать. Вывожу мебель. Нет, не вывозите. Как не вывожу? Когда именно вывожу? Привет. Бюрократ! Все прекрасно. Каждый вскрытый стул прибавляет нам шансы. Сегодня я займусь печатью. Газета «Станок» в Доме народов. В Доме народов был тот яролаж, какой бывает только на конских ярмарках. И именно в ту минуту, когда всем обществом ловят карманника. Будьте любезны. I'm sorry, but I don't understand you. Где станок? Здравствуйте. Что вам угодно? Вот здесь напечатано. Попал под лошадь. В пятницу на Семеновской площади попал под лошадь гражданин О. Бендер, пострадавший отделался легким испугом. Ну и что? Адрес. Какой адрес? Гражданина О. Бендера. В желтых ботинках.
Товарищ Бендер! Товарищ Бендер! Товарищ Бендер! Сусик! Петушок мой! Шансы все увеличиваются, а бриллиантов все нет. Прощай, любимая. Гофмаршал, что удалось выяснить о театре Колумб? Обстановка крайне неблагоприятная. Что такое? Доложите обстановку. Сегодня в театре закрытый сезон, а завтра театр уезжает на гастроли. Стулья расползаются, как тараканы. 4 стула уезжают, 1 остается где-то здесь. Из 2 зайцев выбирают того, который пожирнее. Да-да. Ну что ж, идем на закрытие сезона. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Как ревизор? Как ревизор? Ревизор из Петербурга. Инкогнито. И еще с секретным предписанием. Отчина! Вот, не было заботы, так подай.
frêle roseau faisait entendre. Хрупкие камыши издавали в темноте свой шорох. Двое влюбленных. Шумел камыш, деревья гнулись. À l'aventure, au petit matin, la fille se lève, voit l'herbe toute piétinée et ta beauté, ma pauvre fille, elle est aussi foulée. Великолепная находка. Вроде бы песня ни при чем, а какой большой смысл. Глубоко копает. Итак, я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Наши стулья на месте, ревизор выехал. Мы можем уходить. Ревизор из Петербурга. Ревизора! Вперед! Руки в шею! Долой грабить его! Руки прочь! Свободу частному капитану! Гениальная находка. Метущаяся интеллигенция среди народа. Глубоко. Да здравствует трудовое купечество! Долой! Взятки! Великолепный символ. Отрыв от народа и падение. Милая моя Катя, деньги получил вполне, своевременно, за что тебя сердечно благодарю. А инженера Брунца в Ростове не оказалось. Переманили его в Баку, куда я завтра отправлюсь. Не горюй, матушка, терпеть. Терпеть нам осталось недолго. Бог даст, заживем мы скоро в Самаре, возле своего свечного заводика. Своего. Стулья уже погрузили. Чего вы радуетесь? Пароход пассажиров не берет. Спецрейс. Как? Видите надпись? Все на тираж. Пароход арендован тиражной комиссией. По пути они будут производить тиражи госзайма. А при чем здесь театр? Темный человек. Театр в понятной для широких масс форме будет пропагандировать идею госзаймов. А мы, к сожалению, ни комиссия, ни театр. А что ж делать? Ein Moment. Форвард! Да заболел он, говорю я вам. Почему же вы мне раньше не сказали? Вам будет предоставлена отдельная Ну откуда я мог знать, что художник заболеет? Это черт знает, что такое. Езжайте в город и привезите другого. Прошу. Вам будет предоставлена отдельная каюта. Ну куда? Куда я поеду? Пароход сейчас уходит. Тогда будете сами рисовать. Я не умею. Меня не касается. Каюта люкс. Прошу. Пропуск.
Вот вы, лупоглазенький, которому художник нужен. Да-да, вы. Что? Я говорю, сейчас же можете ехать с нами. Сейчас? Да. О, это будет трудновато. Но я постараюсь. Да, а как насчет оплаты? Оплата по утвержденным расценкам. Ну, товарищ. Ну, кроме того, бесплатный стол и отдельная каюта. Ну, ладно, уговорили. Да, но со мной еще мальчик. Какой мальчик? Ассистент. На мальчика у нас кредиты не отпущены. Ну, в таком случае, простите. Нет, если за ваш счет, то пожалуйста, пусть живет в вашей каюте. Вот, ключик. Ключ? Ключ от квартиры, где деньги лежат? Чего говорите? Я говорю, мальчишка у меня шустрый, привык к спартанской обстановке. Прошу. Что вы стоите, как засватанный? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Пропустите этого гражданина! Вот пропуск! Это что ж, ваш мальчик? Мальчик. Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень. Стойте здесь. Если кто появится, пойте погромче. Что петь? Уж во всяком случае, не Боже, царя храни. Вас понял. Дорогие товарищи, разрешите митинг считать открытым. Сердце красавиц склонно к измене и перемене, как ветер мая. Ласки их любим мы, хотя не ложны, жить невозможно без... Пусть же смеются, пусть увлекают, но изменяю я лично сам. Ночью вскроем. Ясно. Есть! Дайте сюда! Этим полукреслом мастер Гамс начинает новую партию мебели. 1865 год, Санкт-Петербург. А где же бриллианты? Вы поразительно догадливы, охотник за табуретками. Бриллиантов, как видите, нет. Молчи, грусть, молчи. Слушайте, не бейте себя ушами по щекам. Не надо. Когда-нибудь мы посмеемся над дурацким 8-м стулом, в котором нашлась эта глупая дощечка. Держитесь. Тут есть еще 3 стула. 99 шансов из 100. Ой. Ай. Ай. Вот по этому утвержденному эскизу, вот на этом щите, 3 метра на 4, необходимо изготовить транспарант. К вечеру. Успеете? Пожалуйста, не беспокойтесь. Транспарант будет выполнен в срок, на высоком идейно-художественном уровне. И все. Ладно. Вы рисовать умеете? Очень жаль. Я тоже не умею. А эти буквы умеете? Тоже не умеете? Совсем нехорошо.
Мы же художники. Сейчас вытурят. За что? Кончайте торговать. Сколько? 35 рублей. Ох, побьют нас. Когда будут бить, будете плакать. А сейчас идите на пристань, наймите лодку и ждите меня в условленном месте. Товарищ Бендер, как же вы играть-то будете? Обо мне не беспокойтесь. Я сегодня в форме. Первый ход Е2, Е4. А там посмотрим. Один момент. Товарищи и братья по шахматам. Предмет моей лекции – плодотворная дебютная идея. Что такое, братья, дебют? И что такое, товарищи, идея? Что такое? Дебют, братья, это
Квази-уно-фантазия. Ну, это всем понятно. А что такое, товарищи, идея? Идея, товарищи, это человеческая мысль, облеченная в логическую шахматную форму. Даже с ничтожными силами можно овладеть всей доской. Все зависит от каждого индивидуума в отдельности. Одни из вас играют хорошо, другие играют плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил. Если каждый из вас, братья, ежедневно, ежечасно, ежеминутно не будет тренироваться в шашки. В шахматы. Пойдем дальше. Да знаете ли вы, что ваш клуб 4 коней при правильной постановке дела может совершенно преобразить город Васюки? Поэтому я предлагаю в Васюках надо устроить международный шахматный турнир. И все. На турнир съедутся любители шахмат со всего мира. Сотни тысяч богатых иностранцев хлынут в Васюки. Государству придется срочно построить железнодорожную магистраль и автостраду Москва-Васюки. Гостиницы, небоскребы для размещения гостей. Дворец шахмат, где будет происходить турнир. Сверхмощную радиостанцию для передачи всему миру сенсационных сообщений. Аэропорт Большие Васюки. Регулярное отправление самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Рио-де-Жанейро и Мельбурн. Вы только представьте себе! Подумайте, что будет, когда турнир окончится и все гости уедут? Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва в Старые Васюки. Шахматная мысль превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Сообщение с другими планетами сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. И в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир. Первый междупланетный шахматный турнир между командами Васюков и Большой Медведицы закончится убедительной победой васюкинцев. Ура, товарищи! Ура! На остальных досках Остап проделал ту же операцию. Перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если бы Остап узнал, что он играет такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Смотри, гроссмейстер отдал слона. Хитрит. Ладью подставил. Заманивает. Он мне пожертвовал ферзя.
Что делать? Сдавайся, пока не поздно. Да? Да. Мат. Вам мат, товарищ гроссмейстер. Да, мат. Поздравляю вас, молодой человек. Вы делаете успехи. Только что на этом месте стояла моя ладья. А теперь ее уже нет. Нет, значит, и не было. А куда же она девалась? Вы ее выиграли? Выиграл. На каком ходу? На 15-м. Что вы мне морочите голову с вашей ладьей? Сдаетесь, так и говорите. Товарищи, у меня все ходы записаны. Контора пишет. Это возмутительно! Отдайте мою ладью! Товарищи, смотрите все! Любителя бьют! Держите гроссмейстера! Пижоны! Держите гроссмейстера! Держите! Ходу, киса! Мой саквояж! Давайте, давайте, давайте! Берегите пенсне, киса! Сейчас начнется! Господа! Господа! Неужели вы нас будете бить? Да еще как! Осторожней! Пижоны! Что же вы не бьете своего гроссмейстера? Вы, если не ошибаюсь, хотели меня бить. Прощайте, любители сильных шахматных ощущений.
Да здравствует клуб 4 коней! Ура, товарищи! Доброе утро, предводитель. Бонжур. Кажется, Чебоксары. Отлично. Здесь мы продадим наши трофеи. Я думаю, тогда нам хватит денег, чтобы добраться до Пятигорска. Там мы подождем театр. Смотрите, смотрите, гофмаршал. Наш стул плывет. Здорово, приятель. Давненько не виделись. Вот так. Иди сюда. Знаете, Воробьянинов, вот этот стул напоминает мне нашу жизнь. Мы тоже плывем по течению. Нас топят, мы выплываем. Хотя, кажется, никого этим не радуем. Никто нас не любит. Если не считать уголовного розыска, который тоже нас не любит. Эх, киса! Мы чужие на этом празднике жизни. Что такое? Дорогая и бесценная моя Катя, с каждым часом приближаемся мы к нашему счастью. Скоро денег у нас будет во множестве, а сядем по-хорошему в Самаре, подле своего заводика, и наливочку будем распивать. Впрочем, ближе к делу. По своему географическому положению и по количеству народонаселения город Баку значительно превышает город Ростов, однако уступает городу Харькову. Говорят, здесь добывают керосин. А инженера Брунса в Баку уже не оказалось. Переехал он в город Батум. Пути отсюда до Батума на 15 рублей с копейками. Вышли 20. Телеграфом твой вечный муж Федя. Ну, за все дело десятку. А? Дуся, вы меня озлобляете? Я человек, измученный нарзаном. Сколько же вы хотите? 100. И имущество казенное? Хорошо, согласен. Берите. 20. Согласны? По глазам вижу, что согласны. Ну-ну. Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Хорошо излагает собака, учитесь. А стульчики когда же будут? Деньги вперед! Утром деньги, днем стулья. Днем деньги, вечером стулья. Вечером деньги, ночью стулья. Ночью деньги, утром стулья. Утром стулья. Ну все, ясно, ясно. А можно так? Утром стулья, а днем деньги. Можно. Но деньги вперед! Утром деньги, вечером деньги, вечером деньги. Но учтите, Лиза, быстро. Завтра театр уезжает. Гастроли. Боже мой, что вы делаете? Мой пиджак, я его ношу 15 лет, и он все как новый. Не волнуйтесь, он скоро не будет как новый. Дайте шляпу. Не дам шляпу. Дайте шляпу. Ай. Скажите, предводитель, а можете вы на французском языке сказать: господа, я не ел 6 дней? Пожалуйста. Ну? Значит так. Месье, je ne mange pas. Ну. Сейчас. Месье, je ne mange pas.
Сейчас. 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, 6. Значит так. Месье, je ne mange pas 6 jours. Ох, ну и произношение у вас, кисуля. А в каких пределах вы знаете немецкий язык? Зачем мне это нужно? А затем, что вы сейчас пойдете в городской парк и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову. Никогда, никогда еще Воробьянинов не протягивал руки. Так протяните ноги, старый дуралей. Как вам нравится этот Альфонс? 3 месяца я кормлю его, пою, воспитываю, а теперь он становится в 3-ю позицию и заявляет: никогда. Ну, довольно, товарищ. Одно из двух. Или вы сейчас же приступаете к исполнению своих обязанностей и к вечеру приносите 10 рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до 5. Да или нет? Раз. Да. Повторите заклинание. Месье, je ne mange pas 6 jours. Ну, не верю, не верю. Жалостливее. Больше музыки в голосе. Идите от себя. Мсье, je ne mange... Месье, je ne mange pas 6 jours. Ну, немецком давайте. Geben Sie mir bitte. Ну, немецкий, ладно, вы знаете. По-русски давайте. Ну, по-русски. По-русски. Подайте что-нибудь на пропитание. Минутку, минутку. Серьезней, серьезней. Слезу дайте. Подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Гениально. Кон гениально. У вас талант к нищенству заложен с детства. Правда? Ну, конечно. Идите. И без денег не возвращайтесь. Месье, je ne mange pas 6 jours. Месье, je ne mange pas 6 jours. Geben Sie mir bitte. Ну, это я знаю. Господа, подайте что-нибудь на пропитание бывшему депутату Государственной Думы. Так называемый провал считался достопримечательностью Пятигорска. Это, кажется, было единственное место, куда отдыхающие могли попасть бесплатно. Остап решил исправить такое досадное упущение. Граждане, приобретайте билеты на вход в провал. Вход 10 копеек, детям 5 копеек. Приобретайте билеты. Детям 5 копеек, членам профсоюза 10 копеек. Не членам... В очередь станьте. Не членам профсоюза 30 копеек. Почем билеты? Членам профсоюза 10 копеек. Но так как представители милиции могут быть приравнены к детям, то с вас по 5 копеек. Дайте нам 10 билетов. Скажите, с какой целью берется плата? С целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался. Заходите, прошу вас, осматривайте. Прошу, пожалуйста. А это что такое? А 3-го стула нет. Уже отправили с декорациями. Как же быть с 3-м стулом? Не устраивайте преждевременной истерики. Может быть, вы несете 150 тысяч. А может быть, я. Решите? Мой определенно тяжелее. Позвольте, я его понесу. Пожалуйста.
Мусик, ну готов гусик? Не морочь мне голову. Ну, Мусик, ну ты не жалеешь своего маленького мужика? Пошел вон, обжора! Великодушно извините, где здесь находится инженер Брунс? Да, я инженер Брунс, чем могу, так сказать? Вы с ума сошли, встаньте. Не встану. Нет, встаньте. Не встану. Нет, встаньте! Мусик! На вас, матушка, на вас, голубушка, на вас уповаю. В чем дело? Не смею, не осмеливаюсь сидеть в присутствии высокопоставленных особ. Мусик, ну поговори с этим гражданином. В моем доме, пожалуйста, не становитесь ни на какие колени. Голубушка, матушка. Никакая я вам не матушка. Что вам угодно? Почему? Ну почему я должен продавать свои стулья? Да ведь это мои стулья. Как это ваши? Мусик, гусик. Как это ваши? Я что, простите, их у вас украл? Не, боже мой. Сей гарнитур – бывшая собственность дрожайшей супруги моей, пребывающей ныне на смертном одре в Воронеже. И не по собственной дерзости, а токмо волею пославшей мне жены, дабы усладить последние минуты жизни, я решился обеспокоить вас. Готов не поскупиться и заплатить за гарнитур сколько угодно, хоть 20 рублей. 20 рублей за прекрасный гостиный гарнитур? Мусик, это псих. Ей-богу, псих. Я не псих, а только выполняю волю пославшей меня жены. Не. Ну, черт, опять ползать начал Мусик. Он опять ползает. Назначьте же цену. Не портите дерево. Назначьте же цену. Ну что? Мусик, ты знаешь, по-моему, он не псих. Да? А просто человек расстроен болезнью жены. Слушай, может, продать ему стулья, отвяжется? Во, смотри, он же себе об разобьет. Ну, а мы на чем сидеть будем? Ну, мы купим другие. Это за 20 рублей? Нет, ну, конечно, за 20 рублей, конечно, не продам. Не продам и за 200, а за 250 продам. Нет, это мне надоело. Это псих. Во-первых, отойдите от пальмы не меньше, чем на 3 шага. Во-вторых, немедленно встаньте. И в-третьих, мебель я вам продам за 250 рублей, не меньше. Не корости ради, а только во исполнении воли больной жены. Знаете, что моя жена тоже больна. У тебя ведь легкие не в порядке. Да. Но на этом основании не требую, чтобы вы продали мне ваш пиджак за 30 копеек. Возьмите даром. Вы эти ваши шутки бросьте. 250 рублей, ни копейки меньше. 50! Мусик, пригласи Ерофея Павловича. Пусть проводит гражданина. Ерофей Павлович, можно вас на минутку? Проводите. $55! 60 рублей! Не корости ради! 70! 75! 80! 85! 90! 95! 100 рублей! 100! 125! 135! 140!
145! 155! Черт с вами! 200 рублей, только отвяжитесь! Товар нашел, вышли 230 телеграфом, продай, что хочешь. Федя. Федя. Стой, мусульманин! Ага, я тебе покажу. Обратите внимание, очаровательные виды, захватывающий пейзаж, чудный горный воздух. Пши! Осталось всего 5 дней в пути, а впереди 150 000 копеек. Я есть хочу! Кисунчик, потерпите. Альпийское нищенство. Святое дело. Деньги давай! Давай деньги! Давай деньги! Деньги давай, я тебе говорю! Деньги! Давай деньги! Давай деньги! Деньги давай! Давай деньги! 30 копеек. Премьера прошла с успехом. Обратите внимание, предводитель. Великие люди, Коля и Мика. Давайте им мы увековечимся, а? Забьем Мики-баки. Напишем: Киса и Ося были тут. Держите.
Куда девал сокровище убиенной тобой тещи? Говори! Покайся, грешник! Покайся! Ха! Конкурирующая фирма! Держите! Держите его! Он украл нашу колбасу! Держите! Стой! Стой, я тебе говорю! Отдай колбасу! Отдай колбасу, дурак! Я все прощу! Снимите меня! Я отдам колбасу! Снимите! Матушка! Никакая я вам не матушка, я царица Тамара. Господи! В моем царстве, пожалуйста, не становитесь ни на какие колени. Не корости ради, а... А токмо волею пославшей тебя жены. Знаю. Откуда вы знаете? Да уж знаю. Зашли бы, сосед. О, свечной заводик. Наливочки выпьем, 66 поиграем. А? Зайду на неделе. Ой, ангелочки. Не корости ради, а токмо волю пославшей меня царицы Тамары. Вечерний звон, бом-бом, вечерний вечерний звон. Как много дум наводит он. Люди, покайтесь публично! Вечерний звон. Матушка! Позвольте, товарищ, почему вы заклеиваете театр Колумб? Гастроли преждевременно закончили. Почему? შრომელი ხალხის მოთხოვნით გასტროლები დამთავრებულია. Как? Иди навстречу поселениям трудящихся, гастроли прекращены. Послушай, дорогой, куда уехал этот проклятый театр, ты не знаешь? Почему не знаю? Знаю. В Ялту уехал. Так, пошли. В Ялту? Ну, вы скоро совсем отупеете, мой бедный друг. До Ялты, киса, вам не дойти. Черт возьми, фортуна. Покупайте московский журнал «Смехач». Так вот, за нами следят уже 2 месяца. Боже мой! И, вероятно, завтра на конспиративной квартире нас будет ждать... Благодарю вас. Нас будет ждать засада. Придется отстреливаться. Мы рады встретить в этой тревожной обстановке преданного борца. Я надеюсь, с вашей помощью спасти отца русской демократии. Я дам вам парабеллум. Не надо. Я готов для спасения отца русской демократии оказать финансовую помощь. Вы верный сын Отечества. Благодарю вас. 500 рублей могут спасти гиганта мысли. Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли? Я думаю, торг здесь неуместен. О, простите, пожалуйста.
Господи, за нами опять следят. Пойте, пойте, пойте. Улыбайтесь, улыбайтесь. Громче пойте. А теперь расплатитесь с официантом и незаметно уйдите. Союз меча и орала. Живыми мы им не сдадимся. Идите. Идите. Идите, больше сюда не приходите. Идите отсюда. Идите. Прошу. Давайте, давайте. Au petit matin, la fille se lève, voit l'herbe toute Все в порядке. piétinée et ta beauté, ma pauvre fille, elle est aussi foulée aux pieds. Извозчик, стой! До Гурзуфа! Пошел! Киса, киса, киса! Я здесь. В случае чего мы не нашли выхода. Провинциалы. За мной, предводитель. Вот. Вот наше будущее, настоящее и прошедшее. Товарищ Бендер, что это? Что это такое? Скорее на улицу! Стул! Вскроем! Давайте вскроем! Вскроем! Ну вас к черту! Пропадайте здесь с вашим стулом! А мне моя жизнь дорога, как память! Это был первый удар большого крымского землетрясения 1927 года. Землетрясение встало на пути великого комбината. Отдайте стул! Вам, я вижу, уже надоело его держать. Не дам! Что? Бунт на корабле? Отдайте стул! Это мой стул! Что? Ипполит Матвеевич, дорогой, Ипполит Матвеевич! Пошли. В том-то и дело, что нашел. Киса, черт вас раздери! Гениальная комбинация. Блестяще проведенная до конца. Античное приключение. Где же? Где он? Где? Новый клуб железнодорожников. Знаете? Да. Так вот, наш стул там. Там. В комнате у художников. Ой, первый этаж, третье окно от угла. Сегодня ночью через это окошечко мы спокойно и нежно попадем в клуб. Третье окно от угла. Первый этаж. Сегодня ночью. А пока, дорогуша, мы можем отдохнуть. Считайте, что деньги у вас в кармане. Сегодня ночью. А между прочим, предводитель, зачем вам деньги? Да как зачем? Как зачем? Ерунда какая-то. Ну что вы купите, кисуля? Ведь у вас никакой фантазии. Не, денег я вам не дам, это баловство. Возьму я вас к себе в секретари. 40 рублей в месяц, спецодежда, чаевые. А? Подходит мое предложение? Ну, я пошутил. Будут у вас деньги, будете крем-марго кушать, батистовые портянки носить. Заседание продолжается.
Товарищ Бендер умер. Это та самая комната? Да. А вот здесь, молодые граждане, находится тот самый сюрприз. Вот он стул, про который я вам говорил. Ну-ка, встань, солдатик. Служил я в старом клубе сторожем. Негодящий был клуб. А завхоз, товарищ Красильников, возьми и купи этот стул. Стал я на него однажды плакат приколачивать, а обивка на нем раз и лопнула. Оказалось, в этом стуле буржуями были спрятаны драгоценности. Не может быть! Может. Вот на те драгоценности построили этот новый клуб. Красивое здание. А мне премию отвалили 50 целковых. Вот костюм справил. Костюм очень интересный. Ну, пошли дальше. Покажу наш спортивный зал. О, пошли. Пойдем посмотрим, что там. Не может быть. Не может быть. Заседание считаю закрытым. Спасибо за внимание.